А вы знали, что за сценой, где BTS выглядят как сила и уверенность, у каждого есть свои страхи? То, о чем они редко говорят. То, что делает их не просто звездами, а живыми людьми. Сегодня мы разберем, чего боится каждый участник BTS и почему эти страхи сделали их еще сильнее. RM редко выглядит испуганным. Но у него есть один настоящий страх. Его пугают высокие места. Особенно открытые площадки. Мосты. Площадки без ограждения. Он чувствует, как земля будто уходит из-под ног. Как мир становится слишком широким. Как тело сжимается. Еще его пугает полный хаос. Когда вокруг шум. Когда все меняется быстро. Когда он не успевает контролировать процесс. Это не просто стресс. Это чувство, что он может утонуть в собственных мыслях. RM также боится сильных ошибок. Не маленьких, а тех, что могут повлиять на всех. Он говорил, что иногда давление становится огромным. И именно это ощущение, потерять контроль, пугает его больше всего. Этот страх делает его живым. И делает его сильнее каждый раз, когда он выходит на сцену и идет вперед. Джин выглядит спокойным. Но у него есть четкие страхи, о которых он сам говорил. Он боится насекомых. Любых. Даже маленьких. Его пугают быстрые движения. Пугает неожиданный звук крыла. Пугает момент, когда насекомое летит прямо на него. Он сразу отскакивает. И теряет контроль над ситуацией. У него есть страх боли. Не абстрактной, а физической. Он боится уколов. Боится врачебных процедур. Боится, что тело не выдержит резкой боли. Он говорил об этом открыто. Он избегает всего, что напоминает медицинские инструменты. Джин также боится внезапных ситуаций. Громкого хлопка. Взрыва петарды. Случайного падения предметов. Он чувствует, как сердце ускоряется. Как тело замедляется. Как все внутри пытается спрятаться. Эти страхи делают его не слабым, а настоящим. Он умеет смеяться над собой. И именно это делает его еще ближе к людям. Юнги не любит закрытые пространства. Особенно маленькие лифты. Его пугает чувство, что двери закроются. Что воздух станет тяжелым. Что он останется внутри без выхода. Он избегает лифтов, когда может. Предпочитает лестницы. Так ему спокойнее. У него есть страх машин. Этот страх появился после аварии в молодости. Он попал под машину, когда работал курьером. Тогда он получил травму плеча. С тех пор он чувствует тревогу рядом с машинами. Особенно, когда они проезжают слишком близко. Страх возвращается, как слабый холод вдоль позвоночника. Юнги также боится потерять свой голос. Не вдохновение. Не идею. А именно голос. Он боится проснуться однажды и не услышать звук, который является частью его жизни. Музыка – его дыхание. И мысль о том, что он может потерять его, пугает сильнее всего. Эти страхи не сломали его. Они стали частью его пути. И сделали его честным, тихим и сильным. Хобби боится темноты. Не легкого полумрака, а полной тьмы. Где нет формы. Нет границ. Нет ориентира. Он говорил, что глубокая тьма заставляет его нервничать. Воображение начинает рисовать лишнее. Тело становится напряженным. Он боится змей. Любых. Больших. Маленьких. Даже игрушечных. Резкое движение вызывает у него сильную реакцию. Страх появляется сразу. И сердце ускоряется, как будто он видит опасность.
У хобби есть еще один страх. Страх подвести людей. Страх не оправдать ожидания. Он цвет группы. Но этот цвет часто держится на огромной внутренней работе. Он боится момента, когда не сможет быть опорой. Когда не получится дать ту энергию, которую от него ждут. Эти страхи делают его человечным. Но именно благодаря им он стал тем, кого любят миллионы. Джимин боится высоты. Особенно открытых мостов. Балконов без высокой ограды. Площадок, где земля кажется слишком далекой. У него появляется дрожь в ногах. Воздух становится тяжелым. Этот страх держится с детства. Он боится потерять контроль над телом. Особенно во время выступления. Его пугает мысль, что ноги могут не выдержать. Что дыхание собьется. Что тело подведет в самый важный момент. Он перфекционист. И любая ошибка для него – сильный внутренний удар. Джимин боится одиночества. Не физического, а эмоционального. Страх остаться без людей, которые дают ему тепло. Страх потерять связь с теми, кто важен. Он говорил, что ему тяжело быть одному слишком долго. Пустота давит. Тишина становится слишком громкой. Эти страхи не делают его слабым. Они показывают, насколько он чувствительный. И почему он так сильно ценит близость и доверие. Тэхён боится клоунов. Даже взрослых. Даже тех, что просто участвуют в шоу. Его пугает их напряженная улыбка. Пугает плотный грим. Пугает выражение, которое не меняется. Он говорил, что ему становится не по себе рядом с ними. Будто лицо клоуна скрывает что-то лишнее. Он боится резких звуков. Громких хлопков. Неожиданных взрывов петард. Сильных шумов за спиной. Тело реагирует автоматически. Сердце ускоряется. Он вздрагивает, даже если готов. У Тэхёна есть еще один страх. Самый глубокий. Страх потерять свободу. Страх жить в рамках. Страх, что кто-то решит за него, кем он должен быть. Он любит спонтанность. Любит движение. Любит делать выбор сам. И мысль, что свобода может исчезнуть, пугает его сильнее, чем что бы то ни было. Эти страхи делают Тэхёна тонкой натурой. Но именно эта тонкость делает его уникальным. Чингук боится микробов. Он не фанат грязных поверхностей. Не любит общественные туалеты. Не трогает вещи, которые кажутся ему сомнительными. Он часто моет руки. Часто протирает предметы. Чистота для него – способ успокоиться. Он боится глубокого океана. Его пугает огромная вода без дна. Пугает пространство, где ничего не видно. Где под ногами пустота. Где волна может скрыть любое движение. Он говорил, что не любит плавать в местах, где не видно дно. Этот страх возвращается, как холодная тень. У Чингука есть еще один большой страх. Самый сильный. Страх не оправдать ожиданий. Страх быть недостаточно хорошим. Страх подвести фанатов. Страх подвести членов группы. Он всегда хотел быть лучшим. И давление иногда становилось слишком сильным. Он говорил, что боится потерять себя под этим грузом. Но именно эти страхи сделали его тем, кто он есть. Человеком, который идет до конца. Который учится. Который поднимается, даже когда тяжело.